Приветствую, друзья! На выборах президента США побеждает бывший президент Дональд Трамп. Что означает результат этих выборов для всех нас? Естественно, что оценивать победу того или иного кандидата на выборах президента США с точки зрения внутренней американской политики – это дело американцев. Налоги, медицина, мигранты, отношение к оружию, к абортам – это все очень важные вещи, но они касаются граждан США. Мы можем оценивать нового президента Америки с точки зрения международной ситуации. Хуже всего, если все останется по-прежнему, и Америка продолжит сползать в бессилие и дряхление. Однако, на мой взгляд, при Дональде Трампе мы можем стать свидетелями драматических и глубоких изменений. Это, в свою очередь, может привести к значительному переформатированию американского политического лидерства. При Трампе возможны радикальные шаги, которые могут привести к изменению американской политической системы и к изменению расстановки сил на мировой арене. Главное, что можно сказать про будущее президентства Трампа, предсказать этого человека невозможно. Нас ожидают сюрпризы, вопрос в том, хорошие или плохие. Прошедшая американская президентская кампания была, несомненно, одной из самых ярких и напряженных в истории. Это была кампания, которая разделила и поляризовала американское общество. С чего все началось? Победивший в 2020 году президент Джо Байден, вопреки собственным обещаниям и ожиданиям многих экспертов, решился избираться на второй срок. Мы не будем касаться малопонятных нам внутриполитических историй типа абортов, нелегальной миграции, налогового бремени и так далее. Так вот, помимо этого, президентство Байдена оказалось одним из самых неудачных с точки зрения поддержания статуса США в качестве мирового гегемона. Байден фактически проиграл войну в Афганистане, проведя хаотический вывод американских войск в 2021 году. Оставленное там прозападное правительство немедленно свергли талибы, которые установили чудовищный средневековый режим. 20 лет военной оккупации и попыток построить устойчивое правительство пошли вообще на смарку. Подобная демонстрация бессилия послужила одним из аргументов для Путина в пользу авантюры с нападением на Украину. Байден не смог предотвратить это нападение. Он также не смог оказать достаточно помощи Украине и лишить Кремль военных преимуществ на поле боя. Под лозунгом недопущения эскалации американская администрация до сих пор наблюдает, как российские ракеты и бомбы сносят с лица земли украинские города. Клятва преступления, а я про Будапештский протокол, осталось безнаказанным. А это значит, что многие пороговые государства тайно или явно встанут на путь создания ядерного оружия, как единственной гарантией от таких нападений. Наш небезопасный мир станет еще более небезопасным. Точно так же Байден не смог предотвратить нападение на Израиль, который является ключевым американским союзником на Ближнем Востоке. Байден не смог наказать иранский режим, тот самый режим, который много лет работал над подрывом американских позиций в регионе через террористических прокси в Ливане, Палестине, Ираке, Сирии и Йемене. Все под теми же лозунгами недопущения эскалации в Вашингтоне, очевидно, ждут, когда у Ирана появится собственная ядерная бомба. В 2021 году при Байдене американцы объявили о завершении военной операции в Ираке. А кроме того, существенно уменьшили активность в Сирии. И Ирак, и Сирия теперь фактически находятся под властью враждебных США сил. Одним словом, международная политика США – полная катастрофа. Рейтинги одобрения Байдена среди американцев тоже оставляли желать лучшего. Большой проблемой был возраст Байдена, который многие граждане называли в качестве причины, почему ему не стоит идти на новый срок. Но, как бы то ни было, 25 апреля 2023 года Джо Байден объявил о том, что будет баллотироваться на второй срок. С его соперником все было более или менее ясно с конца 2022 года, когда Дональд Трамп объявил о своем выдвижении. На республиканских праймерис никто не смог составить ему конкуренцию. И 12 марта 2024 года республиканская партия утвердила Трампа кандидатом в президенты. 27 июня Байден провел крайне неудачные дебаты с Дональдом Трампом. Байден путался, запинался, забывал, о чем говорит. Эти дебаты заставили даже сторонников Демократической партии сомневаться в способности президента управлять страной еще один срок. При этом сам Джо Байден продолжал уверять, что только он сможет выиграть выборы для демократов. 13 июля на Дональда Трампа совершили покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Пуля буквально чудом лишь слегка задела политика. Его фотографии сразу после попытки убийства облетели вообще все мировые СМИ. При этом Байдену продолжали припоминать проигранные дебаты. Впечатления о его плохой форме подтверждались последующими неудачными выступлениями президента. Так, на саммите НАТО он продолжал оговариваться и ошибаться, а потом и вовсе назвал Зеленского Путиным.
21 июля под давлением окружения Байден сообщил, что снимает свою кандидатуру. Вместо Байдена Демократическая партия выдвинула вице-президента Камалу Харрис. Кампания приобрела вообще совершенно иной облик. Молодая по сравнению с Трампом, энергичная, куда более современная Харрис в вопросах стала показывать такой же или даже более высокий результат, чем Трамп. 10 сентября состоялись дебаты уже между Харрис и Трампом. На них скорее выиграла Харрис. На ее фоне уже Трамп казался слишком старым для роли президента США. После этого Трамп отказался от дальнейших дебатов. Кандидаты опускаются до крайне грубой риторики и оскорблений. Трамп называет Харрис ленивой и глупой. Харрис прямо называет Трампа фашистом, а ее напарник Тим Уолз прославился тем, что называл команду Трампа странными людьми. К напарнику Трампа Джей Ди Вонсу приклеилась шутка из Твиттера о том, что он якобы трахал диван. А команда Харрис не раз шутила на эту тему. Не оставался в стороне и Байден. На митинге Трампа в Нью-Йорке один из выступавших пошутил, что Пуэрто-Рико – это куча мусора. После этого Байден назвал мусором сторонников Трампа. Бывший президент обернул это все в свою пользу и приехал на следующий митинг на мусоровозе. В общем, это не то, что хотелось бы видеть в качестве примера цивилизованной конкуренции. В результате судьба американских выборов решалась в 7 колеблющихся штатах. К моменту голосования в стране практически не оставалось неопределившихся избирателей. Победа зависела от того, кто из кандидатов лучше мобилизует свой электорат и заставит сторонников не просто поддержать себя, но и проголосовать. Это лучше получилось у Дональда Трампа. Для победы на выборах каждому из кандидатов нужно было получить поддержку не менее чем в 3 колеблющихся штатах. Дональд Трамп победил во всех 7. Трамп захватил лидерство с самого начала голосования. Уже первые результаты экзит-полов показывали его серьезное преимущество, причем гораздо более уверенное, чем допускала предвыборная социология. В 2016 году Дональд Трамп победил Хиллари Клинтон по голосам выборщиков, но проиграл по общему числу голосов. Напомню, что в Америке не прямые президентские выборы, и там каждый штат выбирает президента сам, а потом голоса штатов суммируются для определения победителя. Так вот, в 2024 году Трамп победил уже и по выборщикам, и по общему числу голосов. Несмотря на неконвенциональное для политика поведение, несмотря на множество уголовных дел и постоянную критику, за прошедшие 8 лет поддержка Трампа значительно увеличилась. И в этот раз Трамп победил уверенно и безоговорочно. У него есть мандат на изменения. В ближайшее время мы увидим практические последствия этой победы. В американской политической системе возможности любого президента ограничены сильным двухпалатным парламентом, независимой судебной системой, большими полномочиями на уровне штатов, и влиятельными медиа. Эта система сдержек и противовесов во внутренней политике превращает США в парламентскую республику с развитым федерализмом. И по сути полномочия американского президента сильны и не так сбалансированы только в международных отношениях. Но даже во внешней политике очень многое зависит не только от президента, но и от личности назначенцев на ключевые посты. Именно за этим мы и будем наблюдать в ближайшие 2-3 месяца. Важно, кто станет главой Госдепа, кто советником по международным делам, кто будет отвечать за ключевые направления внешней политики и так далее. В целом я настроен достаточно оптимистично. В последнее время американское лидерство достигло небывалого кризисного уровня. И Харрис, и Трамп, каждый по-своему, были чем-то новым. Это в каком-то смысле дает основание ожидать, что любое развитие событий должно привести к улучшению, потому что хуже, кажется, уже некуда. Счастливо вам! В США закончилась невероятно конкурентная избирательная кампания. Уверен, что так или иначе это пойдет на пользу и Америке, и всему миру. Конкуренция, она всегда лучше монополии. И нам ли в России этого не знать?